Всем привет, с вами Игорь. И сегодня, как вы уже поняли с картинки, в видео экспериментировать будем с тепловым насосом. Точнее, будем убирать рекуператор. Потому что закрались у меня такие сомнения в его целесообразности вообще. И кто, кстати, первый раз зашел на канал, у меня канал о альтернативной энергетике. Вся моя альтернатива, все ссылочки в описании на все плейлисты, на всю альтернативу, что у меня есть. Там смотрите, заходите. Много чего интересного есть. Итак, короче, смотрим, что там рассказывать. Итак, эксперимент номер 1. Советовали мне поставить баллон ТРВ, который вот здесь вот у меня стоял. Это сразу после испарителя. Вот из испарителя тройник полиэтиленовый. Выходит трубка фреоновая. И вот здесь должен быть по инструкции баллон ТРВ, прикрепленный на горизонтальном участке трубы, сверху трубы, на верхней части. Вот здесь он и был у меня, но я ее прикрепил сюда, после рекуператора. Мне так посоветовали, типа, как бы мы обманываем наш ТРВ, увеличиваем температуру, так как после рекуператора, я уже там в прошлом видео мы видели, да, там 13 выходит, заходит до рекуператора 10, выходит 13. Типа мы обманываем ТРВ и получаем, ТРВ видит большую температуру выходных газов, понимает, что хорошо испаряется фреон, можно увеличить еще проход и типа начинает увеличивать как бы проход свой, количество фреона в этом системе, в испарителе, и улучшаем, так сказать, теплосъем, отдачу. Но этого не происходит. А что происходит? Прикрепил я вот здесь, вот видите, термодатчик свой электронный, ну как раз почти возле баллона ТРВ. И что он у нас показывает? А вот видите, то, что я и говорил, пульсации. То есть температура постоянно то растет, то падает фреона, заходящего в компрессор. Вот посмотрите, как она уже критически падает. 6, 5,9, 5,8, это уже начинает идти фреон, даже не доиспарившийся. Даже рукой на ощупь можно это определить, если взяться за трубку фреоновую. Вот. Если вы его взяли за фреоновую трубу, и она как бы в руке немного прогревается, то там, значит, идет пар фреона. Если она вообще не прогревается рукой и даже начинает руку замораживать, холодить, то значит там идет уже с жидкостью, то есть у вас прямо в трубе, в руке как бы начинается, ну, происходит до испарения этого фреона. Видите, как прыгает температура? То вниз, то вверх, вот такие вот качели, вот это и есть пульсации. В принципе, пульсации это не очень страшно, это даже есть хороший признак в пульсациях. Они показывают, что в принципе компоненты системы более-менее подобраны правильно. Размеры теплообменников, ТРВ, все такое. Эти пульсации, они могут убираться, например, регулировкой ТРВ. Ну вот в данном случае, вот что у меня происходит, видите, даже до плюс 14 поднимается. И опять начинает падать резко. То есть ТРВ работает в режиме то открывается, то приоткрывается и призакрывается. Полностью он не закрывается. Он может только чуть-чуть закрывать. Вот видите, опять 6.1, 5.9, 5.7, 5.6. Ну, я точно не могу сказать, почему они происходят, эти пульсации. Я так подозреваю, что, кстати, то же самое мы видим, вот давление, а ну фокусируйся, давление конденсации у меня, оно тоже вместе с этими пульсациями в испарителе, это немного прыгает давление в конденсаторе. Вот, видите, сейчас оно чуть-чуть начинает падать, потом опять чуть-чуть поднимается. То есть, я так понимаю, что в этом рекуператоре, тоже начинает двигаться по-разному фреон с разной скоростью, именно жидкий фреон, который по-разному, опять же, греет трубку испарителя, последние вот эти 2 метра, тоже по-разному. И опять же, разная температура на выходе
у нас с рекуператора разная температура фреона, и по-разному поэтому и реагирует баллон ТРВ. То есть там нестабильная температура, а значит и будет нестабильная работа фреона. Она будет, ну, такой себе волнообразный эффект как бы. Начинается с немножко и потом... О, вот сейчас вот даже, видите, 6 падает. Моргает, что он моргает. Даже звук компрессора такой, вот если взяться за вот этот вот докипатель, то он очень холодный. Докипатель компрессора. Я сейчас рукой за него взялся. Как раз когда вот падает сильно температура в их, то есть вот здесь в докипателе происходит еще до испарения фреона. Это в постоянном режиме, это нежелательно. Вот, сейчас начинает расти температура, и докипатель уже не такой холодный. Вот, видите, 11, 12, ну вот такие вот волнообразные. Ну, в таком режиме нежелательно работа. Вот температура скважины у меня тоже, она немного прыгает, видите, туда-сюда. Сейчас вот было 7,8, 7,9, сейчас начнет расти температура, потому что ТРВ сейчас призакрывается, уменьшает проход фреона, и температура выходящей воды в скважину, в сливную, начинает расти. То есть мы имеем среднюю температуру теплосъема, ну то же самое, что 8. Ну сейчас 11,1, значит 8,1 должно быть. Среднее, потому что оно поднимается, как видите, 8,6 и опускается ниже 8. Но среднее то же самое. Поэтому никакого выигрыша здесь не будет в таком режиме пульсации. Вот. Вот здесь мы видим тоже давление. Видите, сейчас оно около 18. Сейчас начнет падать. Видно, я думаю, да, как опять начинает падать. То есть вся система работает в режиме пульсаций. Вот это результат того, что я прикрутил термобаллон не в том месте. Ну, пытаюсь так обдурить систему, но это, видите, ничего такого, никакого хорошего результата это не приносит. Вот, ну вот такой вот эксперимент, короче, что показал я, что у меня вот так получается. Может, у кого-то и получается обдурить систему так вот, чтобы прикрутить термобаллон за рекуператором. Ну, я в этом не вижу смысла, как бы. Я об этом говорил уже в прошлом видео, повторять не хочу. Теперь я останавливаю тепловой насос, ну, уже тут практически нечего показывать. С этим эксперимент номер 1, можно сказать, закончил. Неудачно, то есть обдурить не получается. Теперь я выключаю компрессор, выключаю тепловой насос и будем готовиться ко второму эксперименту. То есть я сейчас сниму вот эту всю теплоизоляцию, рассоединю рекуператор, ну, испарительский рекуператор, 2 трубки рассоединю, обмотаю испаритель утеплителем. Конденсатор не буду обматывать, чтобы пускай себе тепло отдает в веранду. Лучше, когда оно будет доохлаждаться. А испаритель желательно обмотать, чтобы он не терял тепло, потому что в веранде тут разная температура бывает. И выше, и ниже 10 градусов выходных у меня. Поэтому, чтобы оно не влияло, его лучше утеплить. И будем проводить второй эксперимент, ну, основной, тот, что я и хотел провести, как влияет рекуператор на работу всей системы. Так, ладненько, сейчас перестраиваюсь. Итак, подготовился я ко второму эксперименту. Что я сделал? Размотал я вот эту вот теплоизоляцию и рассоединил. Вот это у меня идут 2 трубки тоньших конденсатор. Ну, а вот это вот более толстая испаритель. Вот они, видите? Они у меня были скручены вот вместе. Эти 2 трубы, вон она пошла, испаритель. Это таким образом передавалось тепло, рекуперация такая, да. Сейчас я их рассоединил, вот пошел на испаритель, уже на компрессор, вот эта труба. И она у меня, видите, тут уже изолирована.
То есть я размотал теплоизоляцию, разрезал стяжки и опять намотал изоляцию тепло только на трубку испарителя, подходящую вот уже к компрессору. А, еще ТРВшку сейчас переставлю, баллон ТРВ на то место, что надо. Вот, видите, да, как оно? Сейчас у меня конденсатор, вот он вышел из стены и пошел уже отдельно. Вот эти две трубы, они уже никак не сплетаются с трубкой испарителя. То есть, можно сказать, эффект, ну, тут уже он кончается. Вот две трубы эти. Вот они. И нигде никакого теплового контакта теперь между концом испарителя и концом конденсатора уже у меня нет. То есть, можно сказать, без разгерметизации системы убрал рекуператор. Этот эффект подогрева фреона. Ну или охлаждения. Так, теперь сейчас я перекручу еще баллон ТРВ, буду включать и смотреть. Ну, камеру я это показывать не буду, потому что это очень долго. У меня камера столько не работает. Я думаю, это будет вам просто смотреть неинтересно. Пока он войдет в режим, это какое-то время достигнет своей температуры выключения. Я буду следить за температурой компрессора, температурой нагрева в теплоаккумуляторе. Все эти режимы отслеживать. И потом уже включусь, а потом, ну, так сказать, выводы уже сделаем, подытожим. Самое такое главное, основное. Потому что сейчас весь этот процесс показывать, это полчаса как минимум, а то и больше времени. Так, ладненько, пока что пауза. Так, продолжаем эксперимент. Назвал я его эксперимент 2.0. Потому что это второй эксперимент у меня за сегодня. Первый был с термобаллоном, я туда его прикручивал, но я уже его вернул назад. Итак, освободил я, раскрутил вот этот вот тепло. Кстати, трубочка вот эта тепленькая. Ну, я тогда замерял. У меня, получается, выходит с теплоаккумулятора 29 градусов. Ну, сейчас даже может быть и больше. Итак, предварительные результаты. Потому что, 2.0 я назвал этот эксперимент. А будет еще 2.1 и 2.2 и 2.3 даже. Потому что я это не последний раз его делаю. Буду еще показывать завтра, послезавтра сниму. Ну, понемногу, по минуте, две. Чтобы сложилась более, так сказать, полная картина. Но уже сейчас меня результат радует. Почему? Так, пройдемся сейчас по температурам. Вот что показывает у меня температура выходящего с испарителя фреона. Это сразу после баллона ТРВ. Не сразу после баллона, это дальше. Это я аж за бывшим рекуператором. Ну, в принципе, оно там то же самое будет, я думаю, выходить. То есть, у меня раньше было 10 выходило с испарителя, сейчас вот 9,8, 9,9, бывает 9,7. Ну, в таких пределах. Ну, можно сказать, что почти температура выходящего фреона не изменилась. Но вот такая температура уже заходит и в компрессор. Дальше. Температура компрессора 82,2. Ну, вот этот вот терморегулятор, он меня вообще так нервирует. Только что здесь было 80, сейчас уже стало 82. Вот, ну, короче, прыгает эта температура. Ну, так, если долго на него смотреть, то в среднем, да. В среднем он, может, и правильно показывает. Ну, может, сейчас увидите эти прыжки, не знаю, удастся ли нам засечь. Но я вот пока что сидел вот здесь, вот, я уже долго тут сижу. Вот, не один час наблюдаю, то вот такая. Кстати, вопрос. Вот здесь вот видите разъемчик такой, сюда включается вот этот вот, ну, подсоединяется датчик колбочкой такой. Если я этот датчик просто здесь отрежу и подпаяю DS датчик, ну вот тот, что я показывал, Dallas, ну, более точный, который мне нравится, будет ли этот терморегулятор работать с DS датчиком? Вот вопрос к специалистам, кто понимает, или этот терморегулятор, ну, сама его прошивка, тут микросхемка есть, вот видите, может она рассчитана работать только с этим датчиком, что есть,
на нем, а СДС не будет. Пишите. Мне было бы интересно, если он будет работать. Ну, может, и попробую, перепаяю, посмотрю. Ну, главное, датчик не испортить. Этот мне не жалко датчик, а вот ДС датчик жалко, он не дешевый. Так, по температурам. Ага, вот при такой температуре у меня уже 35, больше 35. То есть, если у меня раньше выключался он на 35 градусов, и вот здесь было 85, вот, ну, тоже с прыжками, может там было и 84, но оно прыгало на 8, то сейчас мы видим 82,5, то есть температура немного снизилась, и я уже даже переборщил за 35, и это уже положительный результат, эксперимента. Вот. Температуры по скважинной воде не изменились, теплосъем у меня как было 3 градуса, ну вот со скважины и в скважину, да, видите, разница 3 градуса, как было оно так и есть, вот тут ничего не изменилось, значит коп, соответственно, тоже не изменился, но, вот только что вот прыгнула, вот не успел я камеру, только что 80 показала, потом опять вернулась на 82,6. Вот. Но факт то, что он еще не выключился. То есть компрессор еще не достиг своей температуры, а у меня уже 35,4 в теплоаккумуляторе, ну и значит в системе отопления. Это уже, я считаю, положительный результат того, что я вот избавился от этого рекуператора. То есть подогрева газа, входящего в компрессор. Это есть нехорошо, как я уже вот смотрю. Но это я еще же говорю, что это не последний мой эксперимент. С этим рекуператором я еще завтра, послезавтра понаблюдаю пару дней, чтобы как можно точнее сложилась у меня картина. Еще эти давления. Ну, давление, не знаю, уже темно здесь. 4,5 бар. В принципе, как и было. И здесь у меня, не знаю, наверное, не видно, 18, даже почти уже 19 бар по горячей. Ну, еще 19 нет. По конденсатору почти 19 бар. Ну, вот давление вот это вот, я думаю, оно немного у меня завышено. Вот, может, потому что у меня вот эта труба конденсатора, вот, которую я сейчас трогаю, она, ну, реально теплая. То есть я как бы маловато отбираю. Не, конденсатор у меня как бы и нормальный. Он отбирает тепла достаточно. Потому что у меня получается обратка системы отопления равняется температуре фреона, выходящего с теплоаккумулятора. Поэтому точно равняется. Поэтому теплоаккумулятор отбирает тепло нормально, полностью. Вот. У меня не выходит большая температура фреона с теплоаккумулятора. Тогда можно было бы сказать, да, что оно бы там на виду, может, сейчас видите, как оно прыгает. Так что, ну, я бы еще добирал бы температуру вот с этой трубы, не знаю чем. Если сюда поставить какой-то, ну, радиатор или шока, чтобы добирать с этого фреона, тут уже жидкий фреон, как я понимаю. Здесь он уже жидкий, в фильтре он уже жидкий, в ТРВ он уже жидкий, все тут жидкое. Вот, если бы здесь немного больше охлаждать, чтобы не 29 и шло на ТРВ, как сейчас, без рекуператора, то здесь бы давление еще уменьшилось, и, наверное, даже и температура компрессора уменьшилась, ну и, соответственно, уменьшилось бы и потребление тока. Потому что уменьшилось бы здесь давление, значит уменьшилась бы и нагрузка на компрессор. Ну, ему больше как бы качать надо. Вот такие предварительные выводы. Уже у меня 35,5, как вы видите, в системе отопления в теплоаккумуляторе. А тепловой насос еще даже и не думает выключаться. 82 только и 6, 8,7. Хотя сейчас оно может тоже прыгнуть на 85, он клацнет и выключится. Ну, вот такой вот совсем терморегулятор, ну такой он, да, напряжный какой-то, бестолковый.
Вот, ну все, на сегодняшний эксперимент я сейчас пока что закончу снимать. Еще завтра понаблюдаю, сниму пару минут и послезавтра. А тогда уже будем делать выводы. Все, всем пока, пока что. Итак, продолжается эксперимент с тепловым насосом без рекуператора. Это я уже снимаю после 3 дней не включения. Я уже забыл там, что я говорил, какой там был номер у меня. 2.0, значит это 2.1. То есть наблюдать я буду еще аж до воскресенья за тепловым насосом. Как он себя ведет без рекуператора. Итак, второе включение у меня. Смотрим. Вот уже видим, температура в системе отопления уже почти 35 градусов. И при вот этой температуре в системе отопления у меня вот здесь вот уже было 85 на компрессоре. 85, и у меня этот терморегулятор настроенный. Я еще вообще тут в настройках ничего не лазил, я просто убрал рекуператор. Ничего еще не перенастраивал. Вот, уже у меня было 85, и он выключался примерно при такой вот, тут точно было 85, не примерно, как точно, насколько точно показывает этот терморегулятор, а он, как вы видели, может прыгать так вот, думаю, как-то вот эти вот DS датчики. Кстати, еще я его проверю, я еще, наверное, уже на этот эксперимент не приклею, сейчас компрессор горячий, приклею еще датчик, тот, что я с аккумулятором тягаю. Да, тут уже у меня лишних датчиков нет. Вот такого типа термометр приклею к датчику вот этого рядом на компрессоре. Проверим, точно ли вот этот вот показывает температуру. У меня уже здесь было, только что было 81, что-то уже 89. И же у меня было здесь 85, и когда вот здесь 30, примерно вот так вот, 34, почти 35 градусов, и оно выключалось. Но сейчас, видите, уже меньше температура. То есть, опять же, как и первый тоже эксперимент, 2.0 показал тоже, или 2.1, короче, неважно, тоже показывал такие результаты. Так, по давлению, что у меня? Испаритель это 4,5 бара. Да, почти 4,5 бара. По конденсатору это больше 18 бар. Больше 18. Где-то еще не посередине, но больше 18 бар. Вот это вот давление, как бы мне и многоватое такое, 18, больше 18 бар при 35 градусах. Пишите, короче, я не буду сейчас ничего утверждать, как его можно уменьшить. Вот, может поставить на вот эти трубочки какой-то охладитель. Но это уже будет совсем другой эксперимент, так сказать, с разрывом, спуском фреона. Там уже просто так не сделаешь, чтобы отобрать вот это тепло остаточное. Вот. И уменьшит ли оно давление? На это у меня есть другие соображения, как его уменьшить, чтобы компрессору было легче качать. Но вот сейчас уже, я же говорю, сейчас я вижу тоже вот вторая часть этого эксперимента без рекуператора показала тоже, что и первая. Еще будет и третья, и четвертая. Я же говорю, до воскресенья я еще буду мерить, смотреть, чтобы сделать выводы, уже воскресный ролик, уже сделаю выводы правильные. Ладненько, буду пока что выключаться. Завтра еще включу или вечером, там когда-нибудь, может что-то поменяется, какая-то температура в веранде или еще что-то поменяется. Чтобы за несколько пусков сделать какие-то выводы более точные. Но сейчас мне это нравится. Все, пока что все. Так, продолжаем наблюдать за работой нашего теплового насоса без рекуператора. И вот что мы видим. Сейчас продолжает он греть. Уже у меня в системе отопления 36,4, даже с половиной градуса. Такой вот температуры я еще никогда не видел.
36,5. У меня еще в системе отопления в доме, кстати, уже больше 22 градусов. Больше 22. Вот, даже. Вот. Давление конденсации достигло 19 бар. В испарителе давление такое, как и было, 4,5 бара. Температура компрессора 83,3. То есть я даже не знаю, когда оно достигнет это 85, потому что уже от предыдущего включения уже часа 2 прошло. Но сейчас оно очень медленно растет. Температура, я уже говорил, что вот эти вот две температуры, они взаимосвязаны. Вот. И домашняя тоже влияет, домашняя температура воздуха на эту, а это влияет на эту. Короче, получается, что сейчас просто у меня растет температура в доме, я же говорю, уже больше 22 градусов. Вот. Потом, соответственно, вот это начинает, зависит, подрастать. Ну и от этой уже вот это. Когда здесь будет 85, я даже и не знаю. И, вообще я вот так вот греть аж, наверное, и не буду 36. Мне как бы 22 и не надо в доме. Вот. Но мне интересно, когда же он выключится, когда здесь достигнет 85 градусов. Хотя на будущее я, наверное, перестрою где-то на 83 выключение. Вот здесь 83. Потому что мне как бы так много не надо. Вот. Такую температуру мне достаточно и около 20 в доме, как я уже говорил. Кстати, термометр, тот, что я мерял дома, он немного подбрехивал вниз. Вот этот вот электронный, тот, что сейчас, он чуть больше показывает. Я думаю, вот эти, они точнее, чем вот эти вот спиртовые термометры. Вот, домашний или уличный он, или домашний, вот эти вот точнее, то вот этот чуть больше, где-то на полградуса, а может на градус показывает больше. Вот, не знаю, будем, наверное, еще ждать, сколько же он накачает. Вообще сейчас очень медленно это все происходит, я же говорю, уже время прошло много, а оно так медленно растет. Ладно, будем еще ждать, посмотрим, когда же он выключится, на какой температуре, но у меня такой еще не было. Так, продолжаем наблюдение. Вот уже мы видим в системе отопления 37,1. У меня вообще таких цифр никогда еще не было. Не видел я вот такой цифры, чтобы было у меня в теплоаккумуляторе. Температура компрессора 84 уже. Скважина 3 градуса как было, так и есть. Давление уже 19 бар. В конденсаторе, в испарителе так же само, как и было, 4,5. Так оно и держится. Короче, буду я его выключать, наверное. Мне что-то кажется, что тут этой уставки уже никогда не достигнет 85 градусов по-старому, как у меня было. Работает он уже часов 6, наверное. А может даже и будет. А не, наверное, уже даже больше, наверное, 7. Вот, и мне уже кажется, что он никогда не выключится. Он будет так вот круглосуточно работать, если вот здесь вот не снизить температуру. Может, я ошибаюсь, может, в доме уже 23 даже. Короче, надо мне ехать, поэтому я ее выключаю. Вот так вот. О, все, я ее выключил. Продолжу эксперименты опять, когда буду дома, чтобы наблюдать за ним, все такое. Но, наверное, придется уменьшать вот эту температуру, чтобы он выключался хотя бы. Ну, что я смотрю, что он даже не хочет и выключаться. Вот эта температура, пока 85 не достигнет, то он и не выключится. Но еще раз попробую вечером или завтра включу, понаблюдаю, поснимаю. Ладненько, пока что все. Так. Вот я еще ночью встал его заснять. Специально хотел уже давно подсторожить, как оно будет работать ночью. Сейчас вот видите, теплосъем тот же самый, 3 градуса. В системе отопления уже 36. Вот термометр. Температура компрессора 82.
и 7, и 8. Ну, я уже поставил на 83. Вот, уменьшил. Я это уже вроде говорил, да? С 85. Потому что на 85, так как было раньше с рекуператором, да, то он вообще не выключается. То есть, я так понял, он достигает... О, выключился. Моргнуло, наверное, 83. Да, моргнуло 83. Ну, вот такой вот термометр, видите. Моргает. 82,6 еще только было. Может быть и 7, но потом моргнуло. И он выключился. Вот. Вот такая вот температура, да. То при 85, когда было 85 вот здесь, он вообще не выключался, потому что, как я понял, он достигал точки баланса температур. Ну, об этом сейчас распространяться не хочу. Пойду спать дальше. Вот, это уже в следующем видео. Но такой предварительный вывод, то, что сейчас я вижу, вот работа без рекуператора, то, что я сейчас вот вижу по температурам в доме. Кстати, в доме сейчас у меня 21,5. Хотя при этом уличная температура сейчас на улице ниже нуля. Морозец такой, ну небольшой, там может градуса 2-3, но все-таки мороз. Вот, а в доме даже 21,5, что-то даже больше там, по-моему. Вот, так что то, что я сейчас вижу, вот в такой работе без рекуператора, это однозначно лучше, чем то, что было раньше, вот, с рекуператором. Ну вот и все, сами все видите. Вот уже температура компрессора падает. Ну, естественно, тут холодно в веранде. Тут сейчас ниже даже 10 градусов. Ну и потихоньку уже начнет падать в системе отопления. Вот видите, было 36, уже 35,9. Ну тут она медленно падает довольно за счет теплоаккумулятора. Вот, 400 литров. Так, короче, пошел я спать. Ну вот, все мы увидели. Как видите, результат довольно-таки положительный эксперимента. В голове сейчас крутится много мыслей всяких. Вот, пускай оно там устаканится, все. Короче, в этом видео я уже выводы делать не буду. Оно и так сильно затянулось. Давайте все обмозгуем, переварим. И в следующем видео про тепловой насос сделаем правильные выводы о всем том, что мы увидели. Ну вот и все. Все, на сегодня все. Пока. До следующих видео.